Добрый день, уважаемые сладкоежки! Приветствую вас на своем канале «Готовим с галочкой». Сегодня решила поностальгировать по осени, испечь торт, который называется листопад. Для приготовления нам понадобится яйца, сливочное масло, мука, сметана, сахар, ванильный сахар, какао, разрыхлитель и пищевые красители – зеленый, красный и желтый. Ну что, приступим? Берем плошку, в которой будем замешивать наше тесто, и разбиваем туда яйца. Добавляем сахар, щепотку соли, ванильный сахар, тщательно перемешиваем. Добавляем половину муки, разрыхлитель, оставшуюся половину муки и вымешиваем тесто. Тесто я замесила, теперь я разделю его на 3 части. В одну часть я добавлю желтого красителя, в другую часть я добавлю красного красителя и в третью часть я добавлю зеленого красителя. Вымешиваем наше разноцветное тесто. 3 разноцветных тесточки у меня получилось. Желтое, красное и зеленое. 2 пока уберем в сторонку, а одну будем выпекать. На противень, застеленный пекарской бумагой, чайной ложкой выкладываю наше тесто. Отправляем выпекаться в разогретую духовку при температуре 180-190 градусов примерно на 7 минут. Пока первая партия печенюшек, листочков у нас выпекается, займемся приготовлением крема. Для этого в сотейник выкладываем нашу сметану. К сметане добавляем сахар, ванильный сахар и добавляем какао. Немного. Эту смесь прогреваем на огне, буквально до первых булек. Наш сметанный крем сняли с плиты и добавляем в него сливочное масло. Размешиваем. Крем у нас готов, уберем пока его в сторонку. Первая партия печенюшек листочков у нас готова. Снимаем их с противня, выкладываем следующую партию и отправляем также в духовку. Следующая партия наших печенюшек-листиков готова. Выкладываем следующую партию печенюшков-листочков. Отправляем выпекаться в духовку. Последняя партия печенюшек у меня спеклась. Я все выложила в тазичек. И прям в печенюшки, листочки, добавлю примерно половину нашего крема. Объясняю, зачем я это сделала. Пока мы будем с вами складывать тортик, крем у меня еще теплый, печенюшечки у меня еще теплые, они будут лежать и пропитываться дополнительно. Чтобы не испачкать блюдо, застилаем его пергаментом и начинаем складывать в хаотичном порядке. Макая в крем, формируем наш торт в виде кучи листьев, то есть куполообразно. Сверху поливаем наш тортик оставшимся кремом. Слегка придадим ему легкий шарм с помощью растопленного шоколада. Вот такой тортик у меня получился. Я уверена, вам он понравится. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Обязательно отвечу. Приятного аппетита! Пока!